Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье. Несколько вопросов накопилось, и хотелось бы на них ответить, а писать в комментариях, но это достаточно долго. Ну и вопросы такие интересные, некоторые однотипные, и писать в комментариях, ну не все всегда их читают, поэтому решил вот так вот и ответить. Первый вопрос — это Сергей Котляров. Он бросает такую рацуху. Вадим Викторович, а чего никто никак не освещает, что если, допустим, вот ты по мазкам попользовался, да, побрился, то не мыть его потом, а просто так вот поставил и до следующего бритья. А следующее бритье, когда его берешь, он уже заряженный у тебя, только намочил и в путь и пошел. Сергей, я не знаю, как мягко тебе на это ответить, но рацуха-то, конечно, да, это заслуживает то, что ум живой, там что-то работает, что-то соображает, но поверь, не в том направлении. Причин на том масса. Первое и самое важное лично для меня — это гигиеническое. То есть рано или поздно у тебя там столько всякой флоры и фауны разведется, что, оно нам надо. Ну и вторично, допустим, если ты будешь делать такое с синтетикой, синтетическим помазком, то я думаю, что ему ничего не будет. Но он выдержит. Синтетика такая, она в эксплуатации максимально нетребовательна, непритязательна. Если же ты попробуешь выкинуть такой фортель с натуральными помазками, то несмотря на то, что сейчас там и узлы двойной вязки, и там и упаковывают их хорошо, и там все прячут, я думаю, рано или поздно ты его угробишь. Угробишь и соединение, и угробишь и сам волос. Ты представь, зачем часто мыть голову, да? Мыло наносить, шампунь там или еще что-то. Взял, допустим, утром душ принял, голову намылил. И пускай она так намыленная будет до следующего мытья. А потом только намочил, снова поволозил, и все, и она опять чистая, и снова пошел. То, что смотреться будешь как идиот, кого это волнует? Примерно так. Так же мы не делаем. И с помазком точно так же. Все бритвенные приборы, которые участвуют у тебя в ежедневном бритье, они должны быть всегда в идеальном состоянии. То есть ты побрился, ты помыл бритву, сполоснул. Если надо, допустим, белый налет каждый раз чистить смысла нет, потому что он у тебя каждый раз не будет образовываться. Но раз в неделю, раз в две взял там мягеньким чем-то, не жестким, а мягеньким, пробежался, убрал этот белый налет с бритвы. Точно так же белый налет время от времени появляется и на помазке. Точно так же раз в месяц и помазку нужно устраивать точно такую же мойку. Но никак не то, что ты предлагаешь. Эта идея, конечно, совершенно оригинальная, но, на мой взгляд, не стоит так делать. Это уж вот моя точка зрения. Возможно, кто-то в комментариях, ребята, тебя поддержит, но я не знаю, я бы так делать не стал, это точно. Роман Бородин задает вопрос, что на German Slant разные металлы, на голове один, на ручке другой. И некоторые говорят, что со временем это будет приводить к тому, что у тебя будет быстрый износ резьбы. Насколько быстрый? Так ли это на самом деле? Спрашивает Роман. Так вот, Роман, на мой взгляд, тут все элементарно просто. Раз уж ты спросил, все равно отвечу. Дело в том, что в каждой резьбовой паре во время ее работы, то есть когда ты скручиваешь или раскручиваешь что-то, обязательно будут идти напряжения. Радиальные, поперечные, диагональные, всякие. Это вызвано самой работой. То есть ты когда крутишь что-то в резьбовом соединении, то у тебя стенки одной резьбы наружней и стенки другой резьбы внутренней, папа, мама, обязательно будут друг от друга тереться. Максимума абсолютного они будут достигать в момент закручивания до конца. То есть ты резьбу прошел, и ты еще подкручиваешь маленько. Тогда будут преобладать диагональные и как относительно резьбы сказать, то есть поперечные нагрузки. Для примера, возьми, допустим, слепи резьбу из пластилина. Сможешь ли ты ее закрутить? Нет. Дело даже не в том, что пластилин будет залипать друг на друга, хотя ты даже если его чем-то покроешь, чтобы он не лип друг к дружке, закрутить все равно не сможешь, потому что материал мягкий. Если ты возьмешь, допустим, все это упрочнишь, и резьбу сделаешь из дерева, уже легче. Деревянную резьбу ты, конечно же, закрутишь. Если ты возьмешь полностью алюминиевую резьбу, она тоже будет работать, и будет работать тебе верой и правдой. Там два одинаковых металла, у них одинаковая прочность, и повредить один на другой ты не сможешь. Но если ты нарушаешь, допустим, это правило, и делаешь резьбу с мягкого материала, из твердого, то изнашиваться, конечно же, будет мягкий. Он будет изнашиваться 100%.
В зависимости от вида резьбы, если вот, допустим, вот резьба, ну, допустим, ну, взять его, допустим, прямоугольную, да, по 90 градусов, там это все будет меньше, потому что сама резьба такая. Если, допустим, брать нашу резьбу, нам от этого никуда не идти. У нас основная резьба, которая стоит, это М5 шагом 0,8. Там этот конусовидный, или как она правильно называется, там все равно будут возникать нагрузки. И те нагрузки, которые будут возникать, они будут давить как на нержавеющую, так и на алюминиевую, или на силуминовую, или на замаковую, какая у тебя там есть. Будут они дружка на дружку давить. Но ты представляешь, ты замаком дамишь на алюминий, на нержавейку. Ну, кто быстрее пострадает? Ну, конечно же, замак. Если ты будешь делать все правильно и крутить ровно, не выделываясь, там, не по резьбе пошло, а ты все давишь, или ты сделал правильно, там шаг обратно открутил, а потом нормально, когда зашло, закрутил, и в конце не будешь сильно передавливать, конечно же, твое резьбовое проживет дольше. Ну, при условии, что он нормального качества, там, без брака, бла-бла-бла, ну, вот это все такое. А если будешь, ну, так, фривольно, по-хамски, отшибись, ну, ты ее угробишь быстрее, только и всего. Но в любом случае это хуже, чем резьба из одного и того же материала. Две алюминиевых резьбы – это всегда лучше, чем одна алюминиевая, другая нержавеющая. Две замаковых или силуминовых резьбы – это всегда лучше, чем одна замаковая, другая из нержавейки. Ну вот я так думаю. Если кто-то не прав, если кто-то не согласен, ребята, ну вот в комментариях выскажите, пожалуйста, свою точку зрения. Но вот я пока думаю так, мой жизненный опыт говорит мне именно так. Вячеслав Клоков спрашивает, будем ли мы делать подставки под калибри. Специально под калибри, под таких подставок, Вячеслав, не будет. Но вот сейчас в производство уже выходят подставки, одни специально для тайги, а другие специально, вот те, которые мы раньше выпускали, но уже несколько переработанные. В каком смысле? Там будет внутреннее отверстие точно 14 мм, никак не меньше. И снизу мы еще поставим резиновый о-ринг, потому что, ну, ванная комната, там фарфор, стекло, бла-бла-бла, все дела. Ну, то есть, чтобы там где-то что-то не поцарапать, не разбить, нержавейка все-таки. Эта подставка будет из нержавейки с внутренним диаметром 14 мм, и любая ручка, которая у вас будет подходить по диаметру, с легкостью будет служить вам подставкой для бритья, ну, в том числе и калибри. Да, и там еще будет лого HLS, HLS, вот так, ну, HLS по-русски. Ну и последний на сегодня вопрос, это Глеб Курганов спрашивает, как я отношусь к косорезам. Глеб, никак. Ну, для меня это, да, станки, да, интересные, да, хорошие, но как-то вот, знаешь, вот так, чтобы вот я на них так запал, что я их специально как-то выделяю, но нет. Нет, у меня такого нет. От чего? Почему? Понимаешь, в чем дело? Что такое косорез? Косорез – это, по сути, изогнутое и наклоненное лезвие, закрепленное в металлических основах, ну, верхняя крышка и нижняя плита, которые позволяют тебе бриться несколько иначе, чем обычной бритвой. А чем же иначе? Но тем, что ты, если будешь прямо этот станок вести, а лезвие у тебя под углом, то у тебя уже интуитивно, хочешь ты того или нет, получается секательное движение. А секательное – это всегда лучше, чем рубить. То есть и резать легче, и рез будет лучше, ну и выбриваться ты как следствие будешь лучше. Ну, секать и рубить, сам понимаешь, да? Но все бы ничего. Но вся фигня в том, что если ты возьмешь обычную бритву, так, обычная бритва, ну вот давай иди ко мне. Так, этот нет, а вот, байкальчик. Если ты возьмешь обычную бритву и наклонишь ее, наклонишь под углом и будешь делать все то же самое, вот тебе и косорез. Что для этого нужно? Наработать специальную технику. Но кто сказал, что если ты купил косорез, тебе специальная техника не нужна? Нужна, ребята, поверьте, нужна. Это знают только небольшое количество людей, потому что основная масса этим не пользуется, пренебрегает, манкирует и просто не думает об этом. А вот те ребята, которые хорошо, прочно и надежно в бритье уже, и которые много-много знают, и которые вдумчиво подходят к этому процессу, вам скажут, если у вас есть косорез, то косорезом лучше бриться, тоже с определенной техникой. С какой? У всех она несколько разнится, но все сводится к тому, что к этим секательным движениям вы добавляете еще короткие стрижки. И тоже, как бы, знаете, тоже еще к секательному, еще секательному станка добавляете еще свое секательное. Насколько это верно, насколько неверно. Те, кто любит косорезы и пользуется этой техникой, ребята, вот подскажите, как вы это делаете. Но вся беда в том, что вот я сам для себя, вот там специальная техника, здесь специальная техника.
Ну, я для себя никаких ни плюсов, ни минусов не увидел. А почему, зачем заморачиваться, решил я, и поэтому спокойно отношусь к косорезам. Но опять же, не все так просто. Если вы возьмете косорез и будете применять специальную технику, вам будет счастье. Вы будете выбриваться, ну, как раньше не выбривались, особенно если во время бритья вы не будете давить, особенно если вы уделите должное внимание вашей подготовке, особенно если вы не только будете, если вам необходимо, конечно, если необходимо, не надо распаривать вашу кожу, подготавливать и умощать ее там пришейвом в виде мыла или специальных масел, но делать это аккуратненько, не давя, вы просто обалдеете. Но вся же фигня в том, что если вы будете делать все то же самое, плюс, только с обычным станком, плюс, если еще будете натягивать, как во время бритья опаской, вы точно так же получите охерительное бритье, которое раньше вам и не снилось. Понимаете, влажное бритье дает очень много вариативности, очень много вариантов того, как получить кайф, ваш личный, персональный. Что в этом пазле сложить и как правильно, решаете только вы сами. Пускай весь мир кричит, что у вас в руках говно, а вы от этого вот инструмента тащитесь, так это весь мир для вас не прав. Потому что вам этот инструмент нравится. А то, что весь мир кричит, ну пускай кричит. Мир так устроен, он должен кричать, ну, по крайней мере, иногда так бывает. И наоборот, если вам что-то не нравится, ну вот не заходит, а вы уже испробовали все техники, вы точно знаете, что вы все делаете правильно и даже невозможно уже попытались сделать, а весь мир будет кричать: да ну ты дебил, ты ничего не понимаешь, ты не умеешь. Простой пример вот с 41-й головой совсем недавно был, так может быть это мир заблуждается. Но вот этот пример 41-й я неудачно привел, потому что я все-таки думаю, что там, ну, во-первых, человеку нужно технику посовершенствовать. Несмотря на то, что вот там парень с 25 лезвий, с 41-й головой использовал, но все-таки он хочет еще чего-то большего. Чем заменить 41-й, он спрашивал. Я там со многими согласен, что парню да. Во-первых, нужно поработать над техникой. Во-вторых, ну вот добавим к тому, что он сейчас делает, то те же самые оттягивающие движения. Да он бы 41-ю с другой стороны увидел совершенно, но он же этого не делал. Ребята, вариантов море. Не обязательно зацикливаться на чем-то одном, в данном случае на косорезе. Вы то, что имеете в руках на сегодня, неважно что, или это простая бритва за 150 рублей, или это какой-то там супер-пупер, ты что там за 300 баксов, там, да он всех сейчас поборет, побреет, победит. Неважно. Вы можете бриться великолепно с любым инструментом. И это умеют те люди, которые уже давно в бритье, потому что они все это скушали, извиняюсь, уже выкакали, и они это давно уже знают, но вы еще не знаете, потому что вы еще скушать не успели, вам еще и покакать-то нечем. Так вот, ребята, открою вам великую тайну, даже без бочки варенья, выбриться идеально можно любым практически станком, будь на то ваша воля. Ну и маленько знаний, конечно. Где их взять, знания? Ага. Ребят, кто из вас давно в описание под видео ходил? Там вот такие листы. Иди, бери, смотри, читай. Всего дофига. Умей увидеть. Ну, на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Берегите близких. Берегите. Очень сильно берегите. Жизнь, она штука такая, что вот... Я сегодня позвонил товарищу с производства, молодой пацан, сколько ему там, 30-35. Позвонил в пятницу, а он в больничке. Он говорит: я в больнице, Вадим, извини, не могу говорить. Ну мало ли, ну что, любой может в больницу пойти, 20-летний, 50-летний. А позвонил сегодня: Вадим, извини, ну договориться на встречу в понедельнике. Он говорит: а я не могу, я не приду, у меня жена умерла. Царство небесное. Так что, ребята, берегите своих и цените каждую, мать его, минуту. Вот есть у вас минута, в эту минуту вы можете подойти и сделать все, что угодно. Вы можете не подойти, можете отвернуться, бросить свою жопу на четвероногого друга диван и просто смотреть телевизор. Можете, конечно можете. А можете встать, подойти, обнять, поцеловать, взять за ручку, пойти на улицу погулять, купить мороженку. За ушком почесать, в конце концов, тоже можете. А что, не можете, что ли? А вы проверьте. Вот сейчас прям встань, подойди и почеши. Кого у тебя там есть в данный момент, до кого рука дотянется. Можешь? Все мы можем. Но не думаем, но не хотим. Ну все, пока. До новых встреч. Берегите себя. Пока-пока.